Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня у меня дошла наконец-то очередь до вот этой знаменитой модели, вернее, знаменитая не модель, а узор японский, который завоевал огромную популярность у всех вязальщиц. И называется он «Медвежья лапка». Увидела я этот джемпер и, знаете, прямо влюбилась. Буквально зачарована этим воздушным белоснежным облачным джемпером оказалась. Единственное, что мне не понравилось, скорее всего, я изменяю форму рукава, потому что слишком широко, мне кажется. Хочу обычный стандартный спущенный рукавчик, пусть будет. В моем мастер-классе я именно воспользуюсь выкройкой с обычным спущенным рукавчиком, не таким широким, как на этой модельке. Пока я работала над этим мастер-классом, пользовалась очень активно интернетом, и мне встретилось огромнейшее количество вот этих моделей, выполненных данным узором. В каких только расцветках не вяжут, из какой только пряжи не вяжут. Вы увидели лишь сотую часть того, вот сейчас в обзорном видео в начале, да, того, что видела я. Разнообразие просто зашкаливает, да, вот моделей, связанных таким узором. Причем узоры располагают абсолютно по-разному, да. Кто-то украшает только середину переда, да, а по бокам у них идет там лицевая гладь, рукава, форма горловины, все абсолютно разное. Кто-то вяжет в виде кардиганов. В общем, у этого узора, без сомнения, огромная популярность. И поэтому, конечно же, мой мастер-класс будет посвящен детальному разбору данного узора. Мы будем вязать его с вами попетельно. И затем я также попетельный мастер-класс составила вот именно этой модели. Есть выкройка, схема. Все мы с вами будем разбирать на разные размеры. Объясню, как расположить узор. В чем там тонкости, на что обратить внимание. Поэтому пусть вас это не пугает. Вы непременно свяжете эту прекрасную модельку. У нас, как видите, в работе сегодня будет модель с вырезом горловины лодочкой, вернее, просто горловина в форме лодочки у нас будет сегодня в мастер-классе. Но при вашем желании вы можете сделать обычную горловину, рукав поуже, да, то есть вариаций здесь очень много. Все на ваше желание и хотение. Здесь уже фантазии нет предела. Ну а сейчас давайте посмотрим, какую же пряжу я предлагаю для вязания этой модели. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Я предлагаю вам вязать из пряжи Alize Angora Gold, белый цвет, вот такой он, 400, получается 50, да? И в общем, это турецкая пряжа, 100 грамм, 550 метров. В составе ее 80 акрила, 20 шерсти. Поэтому по степени колкости я могу сказать, что она довольно мягкая,
приятное к телу. Я вязала из такой пряжи своему внуку джемпер. И он его с удовольствием носил, ну, естественно, не на голое тело. Естественно, там внизу была маечка, даже рубашечки он поддевал. Очень легкая и теплая вещь, хочу вам сказать. Она настолько тонкая, но так хорошо, в общем-то, держит тепло и дает, не дает как бы охлаждению совершенно. В общем, такая потрясающая пряжа, вот реально я была удивлена. Такая тонкая она, в общем-то, тоже вязалась большими спицами. Вот здесь у меня спицы 4 я использовала при вязании этого образца. Так, теперь, девочки, хочу сказать про узор, про рисунок. Ну, вы уже поняли, что это очень известный узор, который часто используют мастерицы, вязано-перевязаны из всяких разнообразных видов пряжей. И из толстых, и из тонких я видела в интернете, встречала, пока подготавливала этот материал. Вот. И, в принципе, везде он смотрится роскошно одинаково. Везде роскошно смотрится. Посмотрите. Вот такая вот прелесть ажурная. Ну, я не знаю, у меня просто нет слов, потому что это действительно прелестные медвежьи лапки. Прелестный узор. Он сразу приковывает внимание. И вяжется он, я бы не сказала, что прям предельно там как-то очень тяжело его вязать. Конечно же, навык должен быть при вязании такого узора, соответственно. То есть новичкам вряд ли стоит браться за такой узор. Но если вы очень смелый новичок, вы можете вполне его осилить. Главное, чтобы было желание. Я так считаю. Так, и, в общем-то, про пряжу я все сказала. Про узорчик тоже вам все рассказала. Более подробно будем сейчас с вами схему рассматривать. И все там с вами поговорим. И про петельки, и про выкройку, и про описание. Все подробнейшим образом рассмотрим. Итак, мои хорошие, заостряю внимание на выкройке. Как видите, выкроечка у нас выглядит вот таким образом. Совершенно простая выкроечка. Все здесь в прямоугольниках, да. Размер здесь дан, значит, получается 4 размера у нас идет с вами. Описание будет составлено на 4 размера. 44, 46 и 50, 52. Серединный размер вы без проблем, в принципе, рассчитаете самостоятельно. Там это, в принципе, заложено в мои объяснения. И просто логически подумав, вы все сделаете по аналогии. Да? Так, есть родная выкроечка. Но она мне как-то смутила. Я вам ее все равно продемонстрирую. Вот так выглядела, значит, родная выкройка. Смотрите. Возможно, вам этот вариант более понравится. Я ее вот приближаю, да. Это иностранный журнал. Не знаю какой. Очень старый, судя по сканеру листа. Такое прям все мутное. Ну, в общем, что тут можно разглядеть? Попыталась приблизить вот так вам по максимуму. Возможно, что-то увидите, да? Ну, смотрите, здесь, собственно, то же самое. Вот здесь 3 сантиметра у нас идет с вами планка по вырезу горловины, у горловины, да, резиночкой 1 на 1, да. Здесь идет в высоту 8 сантиметров резинка внизу спинки и полочки, и переда. Так, и рукав у нас идет, смотрите, какой, видите, абсолютно без скоса. То есть он у нас абсолютно идет вот такой прямоугольник, да. Собственно говоря,
Вот здесь очень большая ширина предлагается, 27,5, ну, прям грандиозная ширина рукава. В моей выкройке, как вы видели, ширина рукава более адекватная. Она у нас всего лишь, вот видите, 19,5, видите. Я думаю, что сделать нужно все-таки более адекватную ширину. Там, ну уж очень огромная. Так, в общем, вот так. Но если у вас, конечно, есть желание в таком романтичном стиле, с такими широкими рукавами связать, пожалуйста, вперед, никаких проблем. Выкройку я вам показала. Теперь я вам показываю схему. Схема вот такая. Объясняюсь по схеме. Приблизил вам схему я. Делайте скрин, девочки, он вам очень понадобится при вязании. Выкройку нужно иметь обязательно при себе. Смотрите, значит, выкройку. Ну да, выкройку тоже, кстати, надо иметь при себе. Схему нужно иметь при себе обязательно при вязании. Соблюдать здесь нужно все попетельно, очень внимательно. Ширина у нас с вами раппорта составляет 34 петли, и высоту это 24 ряда. Узор занимает. И далее он чередуется, это понятно, да? Ну, ввиду того, что у нас очень большая ширина раппорта, здесь, конечно, распределять будет не очень легко узор, потому что не на каждую, как бы, если так вот прям досконально, чтобы уместился узор на ширину размера, да, ширину спинки и переда, то это сложно сделать. Но, конечно же, мы нашли выход, и я вам могу показать. Здесь добавляется лицевая гладь, если не хватает, да, добавляется лицевая гладь, девочки, или изнаночная гладь, это по вашему желанию, с боков симметрично, да, и в принципе очень эстетично смотрится моделька. Что еще я хотела заострить внимание? Иногда делают вообще всего лишь, вот у меня в описании будет 3 раппорта использоваться, а вот я видела модели, где 2 раппорта идут по центру, да, а с 2 сторон идет лицевая гладь. Это тоже смотрится довольно-таки симпатично, я хочу вам сказать честно. Мне, например, понравилось. Так, и я вам сейчас покажу, где-то у меня это было. Вот, пожалуйста, обратите внимание, как решается вопрос, если раппорты не умещаются. Вернее, они умещаются, но не хватает немного петель для нужной ширины спинки, да, и переда. Вот лицевая гладь сбоку, как видите у модельки, да. Кстати, в любом цвете этот узор смотрится великолепно. Видите, здесь тоже он в таком нежно-фиолетовом цвете, сиреневом. Очень красиво смотрится. Так, не только в белом. Конечно же, у всех свои вкусы. Что еще? Сейчас покажу еще одну модельчику я вам. Вот, пожалуйста, посмотрите. Видите, здесь, конечно, немножечко в центре у нас вот здесь изменения имеются, видите, в узоре, да. Но, в принципе, это те же медвежьи лапки. На их основе связана данная модель. Видите, здесь очень широко у нас идет лицевая гладь, симметрично с 2 сторон. Тоже эффектно смотрится. Рукавчик регланом сделали, да, тоже хорошо смотрится. В принципе, вот видите, сколько вариантов я вам уже предложила для вязания. Но, конечно же, описание у нас будет только на один вариант, тот, который я вам в начале видео показала, белого цвета. Ну и самое главное, естественно, это описание. И смотрите внимательно, мои хорошие. Описание у нас, значит, как я уже сказала, на 4 размера. Серединный размер вы без проблем 48 сделайте сами. Просто среднеарифметические циферки сюда подставляйте. То есть вот 12,5, например, да, плюс 15,5 складываете, делите пополам. Вот вам ваш серединный размер получается. В общем, здесь у меня идет расчет
плотности уже готовой, да, 20 петель у нас, то есть в 1 сантиметре 2 петли. И обязательно заостряю внимание о вертикальной плотности. Ее тоже обязательно нужно соблюдать, особенно в таких вот ажурных узорах тонкими ниточками связаны. У меня был просто один раз неприятный опыт, когда я связала джемперочек, не соблюдая вот этой плотности, да. В общем-то, потом было глубокое разочарование после стирки. Он у меня так вытянулся, что стал платьицем, а не джемпером. Ну, вот та же самая выкройка, собственно, здесь у меня, которую вы уже видели, да. И описание идет. Хотела бы про вертикальную плотность более подробно вам рассказать. Смотрите, когда вы определяете, например, вот распределение узора. Вот у нас, видите, 41 сантиметр занимает узор медвежьей лапки. Затем идет резиночка, вот это вот 8 сантиметров. Но это вариант такой, скажем, сырой. Здесь можно в оригинале 3 сантиметра, вы видели, да, ширина этой резиночки у горловины. Поэтому здесь вот этот вот размер, он сырой, 41, он будет зависеть от ваших хотелок, скажем так. В общем, предположим, у нас с вами 41 узор идет, да, и плотность вы видели 2,1. Вот смотрите, мои хорошие, 41 вам нужно умножить на эту плотность 2,1, да. Я сейчас это сделаю. 41 умножаю на 2,1. У меня получается 86 рядов, да. Итак, у нас 86 получается рядов нужно связать для высоты 41. И вы по схеме смотрите, сколько в 86. Вот 86 я делю на 24, да. У нас получается 3,5, получается, раппорта нужно связать. 3,5. То есть 3 полных раппорта. И смотрите, сколько там из 86 отнимаете вот эту величину. 3 полных раппорта, сколько там это будет, сейчас я вам скажу. Это 24 умножить на 3, получается 72 ряда. То есть мы же в рядах сейчас считаем. То есть это все по аналогии, как мы с вами с шириной спинки определяли переда, помните, да? Вот, то есть 3 целых раппорта у вас умещается, 72 ряда они составляют, да? Из 86 вы отнимаете 72, получается еще 14 рядов в высоту. Вот так вот я вам на пальцах, в принципе, объяснила, как это сделать, чтобы у вас соблюдалась вот эта плотность по вертикали, если кому это было интересно. Вот заострила внимание. Потому что никогда об этом я не говорила, а в принципе это очень важный момент. Теперь буду во всех мастер-классах тоже на этом заострять внимание. Описание работы будет размещено под видео, поэтому здесь очень все просто, совершенно. Сами видели, какая простая выкройка. Вот так я вам увеличиваю это описание. Смотрите внимательно. Если кому интересно, можете сейчас почитать, потом под видео почитать. Рукава у нас с вами. Скос у меня получается только для второго размера, для первого у нас узоры так располагаются, что здесь только 2 раппорта полных умещается, да, вы же сами видели, там очень много прибавочек нужно сделать для расклешенности рукава в самом начале после резинки, видите, 20 петель. Это тоже на любителя, хотите не делайте, да, пустите 1 раппорт по центру, и с 2 сторон сделайте, например, лицевую либо изнаночную гладь, тоже на любителя, да. Поэтому, девочки мои, все здесь очень индивидуально. Все это очень индивидуально и зависит от ваших предпочтений. Но для данной выкройки я все же вам составила описание. Меняйте его по своему желанию. Очень даже интересно смотреть и даже очень увлекательно, когда
свое собственное творчество. Получается, когда вы не копируете шаблонно так не вяжете, а именно учитывайте свои индивидуальные какие-то потребности. Так, мои хорошие, давайте теперь поговорим с вами про схему более подробно. Сейчас будем с вами вязать этот замечательный узор. Вязать мы будем по схеме, вот по такой, смотрите. И я хочу сказать, значит, 34 петли в ширину занимает раппорт узора и 24 ряда в высоту данный узорчик. Здесь у нас будут, значит, лицевые изнаночные ряды провязываться, да, поэтому нужно быть внимательным, следить. Повторяю, лицевые ряды, то есть они у нас являются нечетными. Читаем схему справа налево, а изнаночные ряды, которые у нас четные являются, эта схема читается слева направо. По условным обозначениям пустая клеточка — это лицевая, горизонтальная линия, черта — это изнаночная петля, кружочек — это накид. Вот такой знак обозначает у нас 2 вместе лицевой с наклоном влево, а вот этот знак, так, что у нас, вот этот знак обозначает 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот этот знак обозначает у нас 2 вместе изнаночной за передние стеночки, да? И вот этот знак написано 2 вместе, вот здесь написано 2 вместе изнаночной скрещенной. Ну, потому как я вяжу, это 2 вместе изнаночной за задние стенки. Вот этот крестик такой, да? В общем, начинаем с вами с первого ряда. Набираем 36 петель. Это 34 петли сам узор и 2 кромочные. И вяжем с первого ряда. Первая кромочная. Начинаем. 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В моем случае я вяжу бабушкиным способом. Я меняю петли местами. Дальше 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 изнаночные. 2 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночные. Накид. 4 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. Изнаночную провязываем кромочной. Следующий ряд, второй. Схема, как я уже говорила, читаем слева направо. Кромочную снимаем. Вяжем 2 изнаночные. 2 вместе изнаночные за задние стенки. 4 изнаночные. Накид. Изнаночная. 2 лицевые. 2 изнаночные. Накид. 2 вместе изнаночные за передние стенки. 2 изнаночные. Накид. 2 вместе изнаночные за передние стенки. 2 изнаночные. Накид.
2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 лицевые, изнаночная, накид, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 вместе изнаночные за передние стенки и 2 изнаночные. Кромочную провязываем изнаночной. Следующий ряд у нас с вами 3-й ряд. Вяжем схему, читаем справа налево. Кромочную сняли, вяжем 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 4 лицевые, 2 вместе изнаночные с наклоном влево, лицевая. Кромочную провязываем изнаночной. Переворачиваем вязание 4-й ряд. Вяжем с вами схема слева направо. Кромочную сняли, 2 вместе изнаночные за задние стенки, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 лицевые, 3 изнаночные, накид, 4 изнаночные и 2 вместе изнаночные за передние стенки, кромочные. Переворачиваем 5-й ряд у нас. 1-я кромочная, вяжем 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, накид, 4 лицевые, 2 изнаночные с наклоном влево и 3 лицевые. Кромочная, изнаночная. У нас с вами 6-й ряд. Вяжем. 1-я, кромочную сняли, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за задние стенки, 4 изнаночные, накид, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные,
накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 лицевые, изнаночная, накид, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночные за передние стенки и 2 изнаночные. Кромочная. Переворачиваем. У нас с вами 7 ряд. Вяжем 7 ряд. Первая кромочная, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочная. Провязали. 8 ряд. Кромочная. 2 вместе изнаночные за задние стенки. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Накид, 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 лицевые, 2 изнаночные. Накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные. Накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 лицевые, 3 изнаночные, накид, 4 изнаночные и 2 вместе изнаночные за передние стенки, кромочная, изнаночная. 9 ряд. Первая кромочная, снимаем 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, накид, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые и кромочная. Переворачиваем. Десятый ряд. Вяжем 10 ряд. Кромочную сняли, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные за задние стеночки, 4 изнаночные, накид, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 изнаночные вместе за передние стенки, 2 изнаночные, накид, 2 изнаночные вместе за передние стенки,
2 изнаночные. Снова накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 лицевые, изнаночная, накид, 4 изнаночные. Далее 2 вместе изнаночные за передние стенки и 2 изнаночные, кромочные. 10-й ряд связали, 11-й у нас ряд с вами. 11-й вяжем. Первая кромочная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном получается вправо. Дальше 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 лицевые. Дальше 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочная. Связали. 12 ряд. Кромочная, 2 вместе изнаночной за задние стенки, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, накид, 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 лицевые, 3 изнаночные, накид, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночные за передние стенки и кромочная. 13 ряд. Вяжем. Кромочная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Дальше идут 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем 4 лицевые, накид, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые, кромочные. Провязали. 14 ряд вяжем. Первая кромочная сняли, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные, снова накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 лицевые, изнаночная, накид, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночные за передние стенки, снова 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4,
2 вместе изнаночные за задние стенки, 4 изнаночные, накид, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки и 2 изнаночные. Кромочную вяжем тоже изнаночные. 15 ряд. 15 ряд. Первая кромочная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. Кромочная, изнаночная провязываем. Связали. 16 ряд. Первая кромочная снимаем, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 лицевые, 3 изнаночные, накид, 4 изнаночные. Теперь, значит, 2 вместе изнаночные за передние стенки и 2 вместе изнаночные за задние стенки. 4 изнаночные. Накид, 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 лицевые, 2 изнаночные. Накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки и 2 изнаночные. Кромочная. Семнадцатый ряд. Семнадцатый ряд вяжем. Значит, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 вместе изнаночные. 2 изнаночные, не вместе, а просто 2 изнаночные. Так, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. Кромочные провязываем изнаночные. Так, следующий у нас с вами 18 ряд. Так, и 17 ряд у нас. Первая кромочная, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 лицевые, изнаночные, накид, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4 и 2 вместе изнаночные за задние стенки.
посмотрел, как смотрится там петля. Так, дальше 4 изнаночные. Раз, два, три, 4 изнаночные. Накид изнаночная. 2 лицевые, 2 изнаночные. Накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки и 2 изнаночные кромочные. Далее вяжем 19 ряд. У нас накид первая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 4 лицевые, раз, два, три, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, раз, два, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, раз, два, три, 4, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые кромочные. Так вот смотрится сейчас наше с вами вязание. Так, у нас с вами 20 ряд. Двадцатый ряд вяжем с вами. Первая кромочная, накид. Дальше у нас с вами идут 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, 2 изнаночные, снова накид, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, 2 лицевые, 3 изнаночные, накид, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку и 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, 4 изнаночные, раз, два, три, 4, накид, 3 изнаночные, раз, два, три, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, 2 изнаночные кромочные, провязали изнаночные. Так, 21 ряд. Вяжем следующим образом. Первая кромочная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, накид, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых, раз, два, три, 4, 5, 6, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, раз, два, три, 4, накид, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном получается влево и 2 лицевые, кромочная, изнаночная провязываем, переворачиваем вязание. У нас 22 ряд. Второй ряд вяжем следующим образом. Первая кромочная, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные,
накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 лицевые, изнаночная, накид, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 вместе изнаночные за задние стенки, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, накид, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Провязали, переворачиваем, 23 ряд вяжем. В 23 ряду так. И у нас первая идет кромочная, снимаем, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, дальше 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые, кромочная. 24 ряд, это последний ряд в раппорте, затем повторяться будет узор с первого ряда. Вяжем. Первая у нас накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 2 лицевые, 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 вместе изнаночные за передние стенки и 2 вместе изнаночные за задние стенки и 4 изнаночные, накид, 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки и 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Итак, мы связали полный раппорт узора, переворачиваем его. Вот такая у нас получилась неописуемая красота, девочки. Посмотрите. Вот такой наш знаменитый узор, который называется медвежьи лапы. Да, вы знаете, медвежьи лапки. И вот так он у нас смотрит. Здесь 2 раппорта у нас. А сейчас наша задача с вами сделать влажную тепловую обработку и узнать плотность данного образца. Дальше будем строить с вами расчеты будем делать. Так, мои хорошие, сейчас наша задача с вами горячим паром сделать влажную тепловую обработку нашего полученного образца. Он у нас такой становится влажный, податливый, такой хороший в руках. Мы его сейчас с вами распределяем для сушки. Вот так. Ну-ка еще поддадим ему жару, да? Так, поддали еще ему, чтобы он стал еще более у нас насыщенной влагой, да? Так, пусть сохнет. Эта красота неописуемая.
И когда он высохнет, примет ту форму, которую, собственно, будет использоваться при носке. Потянем его хорошенько, чтобы он у нас во все стороны растянулся. Нам же надо будет сейчас плотность считать. Это очень важно. Вот как будто мы его постирали, да? Так, вытянулся наш образец. И сейчас будем с вами сушить его и измерять плотность. И теперь смотрим линеечкой, что у нас получается. Так, у нас 18. Ну-ка здесь померяем. Тоже 18. Девочки, у нас ширина получилась 18 сантиметров. Вот так выглядит наша тонюсенькая красота. Вот 18 сантиметров образец в ширину имеет. И мы сейчас с вами помним, 36 петель у нас было, да, 36 петелек делим на 18 сантиметров и получаем циферку 2. Это говорит циферка нам о том, что в 1 сантиметре у нас умещается 2 петли. Вот здесь я записываю 1 сантиметр. Это 2 петли у нас. Такая у нас получилась плотность. То же самое мы должны сделать с вами и по вертикали. Так, мы с вами также берем сантиметр, прикладываем. Но у нас тут волнистый, надо все-таки посмотреть, чтобы так ровно лежал. Так, прикладываем, смотрим. 22,5. И у нас с вами, у меня 2 раппорта, у вас 1 раппорт. 24 ряда, да? А 2 раппорта 48, да? 48 делим на 22,5. Получаем циферку 2 и 1. А по вертикали у нас с вами получилась плотность в 1 сантиметре 2,1 рядов. Вот так, 2 ряда почти умещается в 1 сантиметр в высоту. Вот такой у нас с вами получился расклад. Ну, собственно, очень хороший расклад. Квадрат у нас 2 на 2, да? Так, девочки, а теперь нам необходимо, значит, по выкройке составить описание. Не знаю, на сколько размеров у меня получится описание. Здесь нам нужно будет правильно расположить с вами раппорт. Он у нас очень большой. Вы видите, 34 петли, да? И, в общем-то, его не так-то будет просто размещать. Но мы должны с вами что-то придумать. Давайте будем размышлять логически. Итак, мои хорошие, значит, посидела я, подумала, как нам тут с узорами разобраться, как их расположить правильно, да? Значит, по выкройке у нас с вами получается выкройка на 2 размера всего, но и серединный размер тоже просто выделить. Смотрите, по выкройке. Значит, у меня на 44-46 и на 50-52 указаны размеры, да? Но ширина спинки на маленький размер 50 и на 52 на 50-52 57 сантиметров, да, ширина спинки. Ну, переда спинки одинаково они. Так, ну и серединный размер, могу вам сказать, например, на 48, да, это 55 сантиметров, да, 55 сантиметров спинка. Теперь, зная нашу плотность, итак, предположим, маленький размер 50, но вообще на самом деле на 44-46 обычно делают 48 сантиметров, но как видите, модели со свободным таким кроем, да, здесь идет прибавочка на свободное облегание 3 сантиметра, да, 2-3 сантиметра. Ну, в общем, 50, да, 50 мы умножаем на нашу плотность 2. Получаем в среднем 100 петель. Да, вот у нас 100 петель. Мы знаем, что у нас с вами раппорт узора 34 петли. Ну, здесь я даже счетную машинку не буду применять. 3 раппорта надо уместить. 3. Иначе будет некрасиво.
3 умножить на 34 это 102 петли. Да? И плюс 2 петли кромочные. То есть здесь далеко ходить не надо. Нам надо на 44-46 размер. Получается в итоге 104 петли. Из чего они сложились, я вам тоже сказала. Да? То есть это 102 петли раппорт и плюс 2 кромочные. Вот 104 петли. Набираем на маленький размер. Здесь все тютельку в тютельку. Да? Дальше, девочки. Значит, для 48 размера ширина спинки 55. 55 умножить на 2 это 110 сантиметров. Да? Ой, 110 петель. Вру. 110 петель. Это, опять-таки, раппорт у нас составляет 34 петли, да? И мы с вами уже точно знаем, что 3 раппорта это 102, да? То есть из 110, которые нам надо, чтобы было в нашем размере, я отнимаю те, которые у нас реально задействованы, 102 на 3 раппортах, получается лишние 8 петель. Но с этими лишними 8 петельками мы можем легко разобраться, не включая их в узор, равномерно их по 2, да, симметрично. По 4 изнаночные справа и слева прибавить. Да? Вот так у нас будет выглядеть, смотрите. 4 изнаночные мы распределяем их как 3 изнаночные и 1 кромочная. Да? Ну, в сумме они дают 4 добавочные. Да? 4, 4. Итого получаем 110 петель. Да? 110 петель, смотрите. Все понятно. Это 48 размер. Так, теперь что касается большего размера, девочки, но здесь вариант какой? Целый раппорт не прибавишь, потому что, смотрите, 57 ширина спинки на 50-52, да, и умножить на 2 это 114 петель. Да, 114 петель. Но это также надо поступить, как, собственно, и здесь. То есть мы, значит, 114 отнимаем наши 102 петли 3 раппортов, да? Считаем 114 отнять 102, это 12, да? И 12 поделить на 2 по 6 петель. Иными словами, это будет вот так выглядеть. А для 50-52 размера, смотрите, 34, 34 и 34, это 3 раппорта подряд. Здесь мы прибавляем с вами 5 изнаночных и 1 кромочную. Итого 6 в сумме, да, недостающие. Да? И здесь также симметрично 5 изнаночных, 1 кромочная. Итого получаем 114 петель, которые нам, собственно, были и нужны. Вот, пожалуйста. Вот такой вот расклад у нас получается по петлям, по размерам. Да? Иначе я не вижу другого выхода. Вот эти добавочные петли спасают нам ситуацию. Целый раппорт здесь прибавить невозможно, он очень большой, 34 петли. Да? Я думаю, что это будет смотреться эстетично. Не будет это плохо смотреться. Эти изнаночные, ничего плохого сбоку, полоса из этих изнаночных или из лицевых, ничего страшного не принесут, их мало. По сравнению с шириной узора 34 петли, да, всего лишь какие-то там 3-5 петель лишних. Ерунда. В общем, девочки мои хорошие, я желаю вам все удачно связать, у вас все должно получиться. И я надеюсь, что вы свяжете этот красивый, очаровательный джемперочек, и он будет вас еще потом долго-долго радовать.